Начинаем с вами украшивать повязочку лисички. Значит, у меня уже есть рыженькая повязочка. И теперь свяжем с вами ушки. Ушки вяжем точно так же, как и у кошечки. Только единственное, что мы свяжем с вами разными цветами. Внутренняя часть белая, наружная рыженькая. Вот, а так абсолютно одинаковые, как у кошечки. Опять я связала 4 и четвертую часть ушка будем с вами вязать точно так же. Набираю я 2 воздушные петли. Вот, и во вторую петлю от крючка провязываю я прибавку. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 2 прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда у нас получается 4 столбика, воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 4 столбика без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю в первую петлю прибавка. Дальше 2 столбика без накида и в конце прибавка. Получается у нас 6 петель. Воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 6 столбиков без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю одну прибавку. Дальше 4 столбика без накида. И в конце прибавка. В конце ряда у нас получается 8 столбиков, воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 8 столбиков без накида. Все точно так же, как и у кошки. Все, вот такой вот ушко получается. Теперь делаем обвязку с двух сторон. Делаю воздушную петлю. В этот же ряд я провязываю столбик без накида. И дальше продолжаю делать обвязку. Так как у нас 7 рядов, у нас должно получиться по бокам 7 столбиков без накида. В центральную петельку я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И по второй стороне тоже провязываю обвязку. Хвостик я вяжу вместе. Вот я провязала 2 одинаковые опять же детали. Теперь внутренние части складываю вот так, вытягиваю небольшую петельку, ввожу
первую деталь, одеваю рабочую петельку и вытягиваю. Дальше делаю воздушную петлю, и в этот же столбик я провязываю столбик без накида. Вот, и дальше уже делаю обвязку. Центральную петельку я провязываю 2 столбика. Вот, и по бокам следующим. Вяжу я двойной ниточкой, потому что у меня не было рыжей пряжи Lana Gold Classic, и я взяла акриловую ниточку, поэтому она тоньше, и я взяла просто двойную. Все вкладываю сюда, все хвостики, обрезаю подлиннее ниточку, чтобы для пришивания, и закрепляю. Вот такие два ушка получились. Ушко второе мы набьем холофайбером. И теперь давайте свяжем глазик. Глазик у лисички вот такой вот овальный, черный и с белым бликом. Давайте свяжем точно такой же. Итак, берем крючок 2,5, черную пряжу и вяжем глазик. Набираю 4 воздушные петли, 1, 2, 3 и 4. Со второй петли от крючка провязываю прибавку, 2 столбика без накида. Дальше столбик без накида, и в последнюю петлю я провязываю 4 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3 и 4. По второй стороне цепочки я провязываю 1 столбик без накида. И в конце прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше делаю соединительный столбик. Обрезаю ниточку. Делаю в первую петельку соединительный столбик. Вот такой глазик получается. Я просто ниточки потом завязываю, так как мы будем пришивать тоненькой ниточкой швейной. Все, обрезаю. И вышиваю блик. У меня белая Yarnart Jeans. Кстати, глазик я тоже вязала Yarnart Jeans черной пряжей. А вот, и теперь просто одним стежком через 2 петельки. Ой, делаю вот так. Беленькая не остается хвостик, чтобы мы могли завязать, и делаем еще один стежок. Вот такой. Теперь обрезаю белую ниточку, хвостики завязываю
И тоже обрезаю. Не сильно затягиваю. Все, и обрезаю хвостики. Итак, начинаю вязать накладку. Так как я вязала двойной ниточкой, Yarnart Jeans, у меня нету толстенькой ниточки Alize, как я уже сказала, белой, поэтому я накладку буду делать с Yarnart Jeans, вернее вязать. Вот, и для того, чтобы у меня подошел крючок номер 4, я буду вязать двойной ниточкой джинс. Так как у меня нету Alize Lana Gold Classic белой пряжи. А вот, поэтому я набираю 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Набрав 16 воздушных петель, со второй петли от крючка я провязываю 15 столбиков без накида. По воздушным петелькам провязываем. Провязав 15 столбиков, второй ряд, делаю воздушную петлю и начинаю провязывать с убавки. Убавку я провязываю так: ввожу крючок, вывожу рабочую нить, не провязываю, в следующую петлю ввожу крючок, вывожу рабочую нить, 3 петли на крючке провязываю вместе. Теперь дальше провязываю 11 столбиков без накида. И в конце провязываю, остается 2 петелечки, я провязываю убавку. Точно так же убавку. Воздушная петля, разворачиваю вязание. Теперь третий ряд. Во втором ряду у нас получается 13 столбиков. Третий ряд. В начале убавка. Затем 9 столбиков без накида. И в конце остается 2 петли, провязываю убавку. Воздушная петля, разворачиваю вязание. В третьем ряду у нас получается 11 столбиков, четвертый ряд. В начале убавка, затем 7 столбиков без накида, и в конце провязываем убавку. Воздушная петля, разворачиваю вязание. В четвертом ряду у нас получается 9 столбиков, пятый ряд. В начале убавка, затем 5 столбиков без накида, и в конце убавка. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В пятом ряду у нас 7 столбиков получается, шестой ряд. В начале убавка, затем 3 столбика без накида и в конце убавка. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание. В начале убавка,
1 столбик без накида и в конце убавка. Вот так получается. Теперь беру черную пряжу, тоже беру ее двойную, внутри и снаружи. Двойную ниточку беру, так как у меня тоже нету черной. Вот. Ниточку я белую не обрезаю, делаю воздушную петлю. Теперь разворачиваю вязание и буду вязать и белую, и черную вместе. 1, 2, 3, воздушная петля, разворачиваю вязание, черный хвостик уже можно обрезать, и в обратную сторону провязываю, белая ниточка остается, 3 столбика без накида. Теперь делаю, закрепляю ниточку, вот, и вот такая вот мордочка у нас вместе с носиком получается. Белая ниточка не обрезана. Теперь делаем обвязку на черной детали. Я ввожу крючок, вывожу, то есть сделаю, у нас получается обвязка по всему носику будет. Поэтому в начале носика я вставляю крючок, вывожу и провязываю столбик без накида в эту же петельку. В эту же петельку я провязываю столбик без накида. Теперь в уголочек я провязываю 3 столбика без накида. Теперь столбик без накида. И в следующий уголочек тоже 3 столбика без накида. Хвостики можно убрать. И на боковой части провязываю столбик без накида. Вот так. Обрезала я хвостики. Черная ниточка остается. Я ее обрезаю. Беленькая у нас есть. Мы ее не обрезали. И теперь... Итак, обрезала я уже черную пряжу. Белая у нас есть. Теперь я снимаю и довязывать уже буду белой пряжей. Вот так довязывать буду белой пряжей. Теперь черную подтягиваю, белую тоже. Черную пряжу буду ввязывать, а белой вязать. Теперь вяжем обвязку на белой детали уже белой пряжей. Несколько стежков сделали.
Все, и теперь убираем черную пряжу. Все, пряжа уже черная здесь, мы ее чуть-чуть вязали и все. И дальше продолжаем. В уголочке я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше по воздушным петлям в уголочке я опять провязываю 3 столбика без накида, чтобы не закручивались углы. Хвостик прокладываю, будем вязывать вместе. Тоже несколько стежков провязали, и можно убирать, и дальше провязываем. Обрезаю ниточку. Закрепляю. Теперь белый хвостик обрезаю и черную ниточку обрезаю. Вот такая вот у нас получается мордочка. Теперь нам нужно вставить иголочки и спрятать хвостик. Вставила иголочку, в иголочку ниточку. Вот, и просто прячу. Между рядами, между петельками. Вот так. Обрезаю. Все, вот такая вот мордочка у нас вместе с носиком получается. Итак, теперь приготовили повязочку. Теперь будем все пришивать. Нашу накладку пришиваем по серединке. Вот по серединке нашей повязки. Приготовила я обычную швейную ниточку с иголочкой двойную. Белую деталь мы будем пришивать белой ниточкой, черную черной. И давайте пришьем.
Итак, прошила я белую часть, теперь переходим к черной части. С внутренней стороны я уже одела иголочку и черную ниточку. С внутренней стороны узелочек делаю. Итак, теперь накладываю носик, выкладываю до конца. Все, и пришиваю тоже точно так же, как и белую накладочку. Мелкими стежками по всей детали. Все, давайте вот так прошьем. Итак, пришила я мордочку полностью. Теперь пришиваем глазки. Глазки пришиваем посередине, то есть делим нашу повязочку напополам. И вот пришиваем глазки ровно посерединке возле самой мордочки. Давайте пришьем. Итак, пришила я глазки посерединке. Вот так вот. Теперь пришиваем ушки. Ушки пришиваем. Нужно наполнить немного холофайбера. Вот. И теперь пришиваем ушки сразу там, где заканчивается мордочка. Вот здесь. То есть заканчивается мордочка и начинается ушко. И точно так же с этой стороны. Да, и немножко опустить, чтобы, когда пришиваем ушки, чтобы они были немного вот эта вот самая выпуклая сторона была на краешке ободочка. Вот таким образом пришиваем. Вот так. Пришиваем вот так ровно.
Давайте пришьем. Итак, ушки я пришила, вернее, пришила вот так вот сзади, вот так вот спереди. И вот такая вот лисенок такой получается. Смотрится на голове очень интересный вариант. Вот так.
Теперь давайте с вами сделаем мишку. Повязочку с мишкой. Итак, оформляем повязочку мишки. У меня коричневая повязочка. Вот, и вот такое вот ушко я уже одно связала. Оформлять мишку мы будем просто ушками. То есть ничего здесь больше не будет, только ушки пришьем и все. Вот. Поэтому давайте свяжем с вами второе ушко, точно такое же, и пришьем эти ушки к повязочке. Итак, приготовила я коричневую пряжу, крючок номер 4 и набираю кольцо амигуруми. В кольцо амигуруми я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваю кольцо. И второй ряд 6 прибавок в каждую петлю, 2 столбика без накида. В конце ряда должно получиться 12 столбиков. Вторая прибавка, третья прибавочка, четвертая, пятая и шестая. Такое колечко получается. Третий ряд. Третий ряд делаем 1 столбик без накида. Следующую прибавка. Так, нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда должно получиться 18 столбиков без накида. Так, провязываем до конца ряда. Четвертый ряд мы провязываем прибавки через каждые 2 столбика без накида. И также само делаем 6 повторений. В конце 24 столбика без накида. И дальше 5, 6, 7 и 8 ряд мы провязываем 24 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, связала я 8 рядов, я уже закрепила ниточку и обрезала для пришивания. Так как у нас повязочка будет коричневая, поэтому хвостики я оставляю для пришивания того цвета, которого повязочка. Ушки, опять же, мы будем пришивать посерединке, как и ушки у кошечки. Единственное, что мы будем их пришивать вот так вот полукругом. Вот так вот полукругом мы с вами делаем. Я их не соединяю. Вот, и вот так вот полукругом будем с вами посерединке стараться вот так вот полукругом с вами их пришивать. Тоже по конец ушек на краю, скажем так, на краю этого повязочки. Вот так. И посерединке разделить, скажем так, приблизительно повязочку на серединку, напополам. И посерединке вот так вот поставить ушки. Полукругом. И вот так вот пришить с наружной и с внутренней части. Все, давайте пришьем.
Итак, пришили мы ушки. Ушки, как я уже сказала, полукругом пришиваю. Сначала я пришиваю наружную часть, а затем внутреннюю. Все это пришили ушки. Теперь давайте с вами свяжем повязочку, лягушку. Итак, приготовила я для этого зеленую повязочку. Обычную, точно такую же, как мы с вами вязали. И теперь связала уже один глазик. Вот так вот он у меня выглядит. И давайте свяжем с вами точно такой же глазик зелененький. Набивается он холофайбером. Кстати, ушки-мишки мы не набивали. Вот, а глазики будем набивать. Итак, для вязания зрачка я беру белую и черную пряжу джинс. Вот, и крючок номер 3. Крючок номер 3. И зрачок вяжу черной пряжей. В кольцо амигуруми я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваю кольцо. И в первую петлю предыдущего ряда я делаю соединительный столбик. Обрезаю подлиннее хвостик для пришивания. И фиксирую. Теперь завязываю на узелочек две ниточки, 2 хвостика. Короткий хвостик я обрезаю не под самый конец, а вот оставляю небольшой хвостик. Вот, и хвостик для пришивания. Дальше белок. Для вязания белка я взяла белую пряжу. А вот крючок опять же тот же троечка. И опять в кольцо амигуруми я провязываю уже 12 столбиков с накидом. 2 воздушные петли и 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Стягиваем колечко за хвостик и делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Тоже обрезаю подлиннее для того, чтобы пришить. Фиксирую кончик и завязываю на узелочек внутреннюю часть, 2 хвостика. Не сильно стягиваю, чтобы край не затянулся. Все. Обрезаю, хвостик небольшой оставляю. Все, белочек готов. Теперь давайте с вами свяжем глазик. Для этого я беру зеленую пряжу, крючок номер 4 и начинаем кольцо амигуруми вязать. Один, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем кольцо. Второй ряд, все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. 1, 2, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая, и шестая. 12 столбиков в конце у нас получилось, а третий ряд.
Провязываем 1 столбик без накида, в следующую прибавка. Опять 1 столбик без накида и прибавка. Так нужно повторить всего 6 раз до конца ряда. В конце ряда должно получиться у нас 18 столбиков без накида. И дальше с 4 по 8 ряд мы провязываем 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте провяжем. Итак, связала я глазик. Вот такой получился. Зафиксировала я уже ниточку, обрезала. Тоже подлиннее, потому что мы будем пришивать. Поэтому вот так. Теперь берем наши глазики, зрачки, белочки. Вот. И давайте пришьем. Сначала пришьем вот так. Посерединке мы пришиваем зрачок к белку. Затем посерединке пришиваем все. Вот так вот посерединке к глазику. Все. Давайте пришьем. Итак, сделали мы 2 глазика, набили уже холофайбером. И теперь смотрите, значит, между глазиками у нас должно быть 7 вот таких вот выпуклых рубцов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И чтобы с двух сторон было одинаково. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Тоже посерединке делим посерединке саму повязочку. Ставим посерединке глазики. Между глазиками у нас 7 или 14 рядов, или 7 вот таких вот выпуклых рубцов. Вот так один рубец состоит из 2 рядов, или 14 рядов между глазиками. Не знаю, как их назвать. В общем, вот так вот. И пришиваем теперь глазики тоже по кругу. Обычно пришиваем.
Итак, пришила я глазки опять посерединке. Посерединке. 14 рядов отступила и пришила. Все. Вот такая вот повязочка получается. Теперь давайте свяжем с вами Микки. Итак, для вязания Микки Мауса, девочки, значит, нам понадобится черная повязочка. Она у меня уже связана. Понадобятся нам ушки. Будем вязать с вами ушки. Они будут двойные у нас. Вот для вязания бантика нам понадобится Yarnard Jeans. Я возьму это 90-й номер. 90-й номер. Немножко отдалила картинку, чтобы все видно было. И украшать бантик мы будем с вами перламутровыми бусинами, полубусинами. Я буду их приклеивать на бантик. Можно связать, если нету, то можно связать белой пряжей в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. То есть и таких вот сделать кругленьких, ну, сколько там на бантик получится, штук 5-6. Вот. Но я хочу украсить полубусинками. Итак, повязочка у нас уже связана. Давайте свяжем с вами ушко. Вот такое вот оно, не набитое, просто две половинки. Все половинки, они одинаковые, как и на других ушках. Единственное, что мы будем связывать вместе две детали. Итак, первое ушко, вернее, первую половинку второго ушка мы связали, вторую сейчас будем вязать вместе. Опять взяла двойную ниточку, потому что нету у меня Alizella на Gold Classic черной пряжи. Поэтому я буду двойной ниточкой вязать. У меня есть тоже полушерстяная ниточка, но она потоньше. Вот. Для этого я ее сложила просто вдвое. И так начинаем вязать с вами ушко. В кольцо амигуруми крючок номер 4, и в кольцо амигуруми я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затягиваем колечко. Второй ряд 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. Теряю ниточки. Пятая. Шестая. Седьмая. И 8. В конце ряда у нас получается 16 столбиков. Дальше третий ряд. 1 столбик без накида плюс прибавка. Так повторяем 8 раз. В конце у нас должно получиться 24 столбика. Вяжем так круг до конца ряда. И четвертый ряд провязываем 2 столбика без накида плюс прибавка. Повторяем 8 раз. В конце 32 столбика. Давайте так провяжем 2 ряда. Итак, закончила я. Теперь делаю, фиксирую ниточку. Обрезала уже. Вот. И вот 2 у нас половинки готовы. Одного ушка. Теперь я их соединяю вместе внутренней частью. Вот так вот соединяю. Ввожу крючок
там, где мы с вами закончили в двух ушках. Вот. И буду сейчас присоединять ниточку. Хвостик буду вязать. Делаю воздушную петлю. И сюда же провязываю столбик без накида. Хвостик прячу вовнутрь. И теперь соединяю каждую петельку одного от ушка и второго. И вместе провязываю столбики без накида по кругу, пряча при этом все хвостики вовнутрь. Вот так, петелечка к петелечке. И провязываю. Хвостики, которые у нас остались, я их обрезаю и прячу вовнутрь. Все. И продолжаю вязать до конца. До конца круга провязываю. Все, теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Обрезаю хвостик подлиннее, так как мы будем пришивать. И фиксирую. Вот такое ушко получилось. Одну ниточку я просто прячу вовнутрь. Все, обрезаю хвостик, а второй ниточкой я буду пришивать. Вот такие два ушка получились у нас. И теперь давайте свяжем с вами бантик. Итак, начинаем вязать с вами бантик. Я взяла крючок 2,5. Вот, и набираю 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали цепочку из 10 воздушных петель. Делаем петлю подъема, одну воздушную петельку. И дальше я провязываю столбики без накида. Десять столбиков без накида по воздушным петелькам. Итак, я вяжу ровную полосочку 20 сантиметров. 20 сантиметров полосочки нам нужно провязать. Провязав 10 столбиков без накида, воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю опять
10 столбиков без накида. Все, давайте так провяжем полоску 20 сантиметров. Все, давайте так провяжем. Сколько рядов получится, я не знаю. Я буду просто мерять по линеечке. Давайте провяжем. Итак, провязала я 20 сантиметров деталь, вот такой вот прямоугольник. Обрезала ниточку подлиннее, зафиксировала ее уже. Вот и одела иголочку. Теперь складываем 2 детали пополам и просто прошиваем и соединяем 2 стороны. Два хвостика завязываем на узелочек. Все, теперь серединку выворачиваем. Вот, ставим ее посерединке нашего бантика, складываем. Вот. И вот так вот будем закручивать. Посерединке. Хвостик этот. Вот так. Закрутили. Здесь у нас остается небольшой хвостик. И мы его в боковой части вот просто фиксируем на узелок. Вот теперь вот сюда где-то выводим в другую сторону. Вот и обрезаем. Все, вот такой вот бантик у нас получается. Поправляем его. Вот так вот. С одной и с другой стороны.
Вот. И вот такой вот бантик получается. Итак, вот такой вот бантик мы с вами связали. Вот. И теперь будем все пришивать. Пришивать будем все к нашей повязке. Бантик будем пришивать, вот так он будет стоять. И мы будем ее пришивать вот именно там, где соприкасается у нас повязочка. Вот эту часть, которая высокая, там, где у нас бантик мы фиксировали, он пришиваться не будет. И по бокам пришиваем тоже посерединке вот так вот ушки. Тоже делим повязочку пополам. И ушки пришиваем на конце повязочки. Вот посередине бантик. Вот таким вот образом. Вот, и давайте сейчас пришьем сначала ушки. Итак, пришили ушки, опять же по бокам, краешки ушек на боковых частях повязочки. Тоже делим напополам. И вот с одной и с другой стороны я пришила ушки. Теперь пришиваем с вами бантик. Бантик очень хорошо, боковые части бантика очень хорошо упираются в ушко. Поэтому мы здесь тоже их пришьем. Вот эти вот части с одной и с другой стороны. Вот они между ушками. Этот бантик очень хорошо становится. Вот так. И мы вот эти вот нижнюю часть пришиваем не до конца. Та, что прилегает к повязочке. И боковые части бантика на ушках, которые прилегают к ушкам. Вот эти вот части мы с вами пришиваем. Затем украсим бантик.
Итак, связали мы повязочку, украсили бантик. И вот такая вот повязочка получается. Тоже посерединке все пришивали. Вот такая вот повязочка получается. Очень нарядная и интересная. Итак, связали мы 6 вариантов повязочек. Их может быть намного больше. Вот, ну, я вам показала то, что самой мне понравилось. И захотелось поделиться с вами. Итак, давайте напомним, какие мы вязали повязочки. Это Микки Маус, девочка. Это лисичка. Лягушка. Мишка. Жирафик. Ну и, конечно же, кошечка. Все. Если вам понравился такой мастер-класс, и вы связали со мной повязочки, вам все понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. Мне будет очень приятно почитать и видеть вашу реакцию. Понравилось вам или нет такой ролик. Ну а на сегодня я вам говорю все. До новых встреч, до новых мастер-классов. Всем пока-пока.